Вы, наверное, привыкли, что я вам часто показываю старый жилой фонд Одессы, старые дома в центре города. Ну, а сегодня я вам покажу современную Одессу. Последние 10-12 лет в Одессе активно начали строиться многоэтажные жилые дома. И они начали просто расти как грибы. Их просто десятки по всему городу, и сегодня одни из них я вам покажу. Привет из Одессы. Погода у нас с утра сегодня была осенняя, но уже, к счастью, вышло солнце. Мы попали в жилой комплекс от известного в Одессе застройщика Кадор Групп. Это такой современный комплекс, в котором живет в основном молодежь. И посмотрите. Многие в Одессе очень любят это место, считается оно популярным для жизни. Но лично мне не очень нравится, потому что здесь очень плотная застройка. Хотя все на территории есть, далеко бегать не нужно. Вот даже фонтанчики во дворе. В принципе, думаю, здесь комфортно, но не все любят, когда, так можно сказать, соседи смотрят друг другу в окна. Но в принципе место хорошее. Смотрите, какая собака на скамейке сидит. Класс. Территория здесь красивая. Вечером даже приятно выйти и посидеть. Многие выбирают этот жилой комплекс для жизни просто потому, что он находится недалеко. Ой, какая прелесть. Класс. Потому что он находится недалеко от Аркадии. Это достаточно хороший район. Поэтому многим он нравится. Вон девочки на кабриолете катаются. А мы с вами идем вон туда, и сейчас я расскажу, куда именно. Смотрите, какие пробки, какое движение, автомобили, трамваи. Шумно, очень шумно. А сейчас мы с вами поднялись в одно из самых густонаселенных мест в Одессе. Это Гагаринское плато, о котором ходит огромное количество легенд, и хороших, и плохих. Не все любят это место, но тем не менее оно пользуется огромной популярностью не только у одесситов, но и у людей, которые приезжают в Одессу жить. Вот здесь можно купить сразу рядом с домом и арбузы, и дыни, и персики. И все рядышком здесь есть. Виноград, голубика, малина. Лучше, чем на рынке. Все есть. И это очень удобно для жильцов. Здесь, возле Аркадии, конечно, жизнь кипит в любое время суток. Сейчас вечер, все потихоньку возвращаются с работы. Кто-то идет ужинать в рестораны, кто-то возвращается с моря. И здесь целый движ. Здесь в одном из жилых комплексов такой узкий паркинг. На первый взгляд большой машине сложно даже поворачивать. Хотя я видела паркинги и похуже. Такое красивое освещение, скоро заход солнца. Красивая Одесса. Старая Одесса прекрасна по-своему, а новая Одесса по-своему. Я помню, я здесь недалеко училась, и каждое утро на маршрутке проезжала по этой улице, и здесь вообще не было вот этих огромных высоких домов. И буквально, как я уже сказала, за лет 12, наверное, они повырастали, с каждым годом все больше и больше. На плато огромное количество очень высоких домов. Это спорное место, кто-то называет это место элитным муравейником, кто-то его называет каменными джунглями. Ну, а судя по тому, как здесь быстро продавались и продаются квартиры, людям очень даже нравится это место для жизни. Здесь очень плотная застройка, но вы знаете, многие дома, я вот так прохожу, которые строились до войны, есть стройки, которые заморожены, и из-за войны еще до сих пор их не разморозили и не достроили.
Поэтому люди до сих пор ждут свои квартиры. Вообще Гагаринское плато – это возвышенная, так сказать, территория в прибрежной зоне Одессы, рядом с Аркадией, поэтому она и сейчас, и много лет назад пользовалась популярностью. Даже не верится, что лет 10 назад этого всего не было. Одесса, сейчас происходит урбанизация, город расширяется все больше и больше, и многие в поисках лучшей жизни едут в Одессу, потому что Одесса богатый город, и здесь можно найти работу с нормальной зарплатой. Поэтому не знаю, какое сейчас количество людей проживает в Одессе, но думаю, что из-за войны, конечно, некоторые выехали, возможно, меньше 1 миллиона, но тем не менее все равно тоже много. Вообще, кто не знает, Одесса – это город-миллионник. Людей здесь было много уже давно. Пришла информация, что площадь плато примерно 90 гектара. И кто знает, площадь Ватикана всего 44. Представляете, Гагаринское плато в 2 раза больше, чем Ватикан. Но вообще, кто знает, Ватикан считается самой маленькой страной в городе, самой маленькой территорией и самым маленьким населением. Так что плато обогнало уже даже Ватикан. На плато есть интереснейшее и красивейшее место. Это Армянская апостольская церковь. И сюда мы с вами, собственно, сейчас можем и заглянуть. Здесь такой свежий воздух, рядышком море. А вот здесь люди создали такую красоту прямо в Одессе. Здесь просят соблюдать дресс-код и показывают, в чем категорически нельзя приходить в это место. В Одессе достаточно большая армянская община. И они все очень дружные. У меня когда-то были знакомые армяне, прекрасная семья. И меня так впечатлило, настолько это дружная нация, они так все о друг друге заботятся и очень друг другу помогают. Иногда у других наций и народов можно поучиться многим вещам. Здесь, я так понимаю, фонтан был, но вижу, сейчас он не работает. А вот и сама церковь. Здесь рядом Аркадия, вот он, Аркадийский дворец, один из таких огромнейших престижных домов в Одессе, один из первых, вернее. Вот он виднеется. Вообще, с высоты птичьего полета он похож формой на корабль. Смотрите, колокол даже есть. Я в сарафанчике, и у меня нет платка, чтобы покрыть голову и заглянуть внутрь, поэтому в этот раз я этого делать не буду. Не знаю, что это такое. Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ага, здесь делают ремонт. В церкви делают ремонт. Здесь все будет по-новому, и мы с вами обязательно зайдем посмотреть. Здесь недалеко есть ресторан, поэтому можно поужинать в ресторане или пообедать и зайти на эту территорию, прогуляться. Честное слово, здесь очень приятно, и здесь всегда так чисто, ухоженно, такой как мини-парк. Сорвался такой сильный ветер с моря и такой холодный, была жара, а сейчас я вот в таком легеньком сарафанчике и понимаю, что даже немного подмерзаю, поэтому побыстрее сниму для вас видео и поеду домой за теплой одеждой. А здесь вот так можно пройти между прекрасных деревьев. Ну, прям парк. Вот я реально провела отличное сравнение. И сейчас прям мы выходим к ресторану «Арарат». Тоже ресторан армянской кухни. Как я говорю, по Одессе можно устраивать гастрономические туры, потому что у нас, по-моему, кухни со всего мира. Есть огромное количество ресторанов, кафе, каких ты только захочешь. И смотрите, столько автомобилей. И если это все автомобили в ресторан, то, наверное, одесситы очень проголодались. Многие одесситы знают это место. Здесь всегда был вкусный шашлык, вкусный кебаб. Оно в Одессе открылось достаточно давно. И вообще,
Вы, наверное, знаете, что армянская кухня богата на вкуснейшие мясные блюда. Пахнет здесь, хочу я вам сказать, очень даже вкусно. А посмотрите, с каким замечательным видом здесь можно поужинать или пообедать. Очень даже романтично. И кажется мне, что море сегодня немного штормит. Сейчас я вам покажу. Да, я вижу, как волны ударяются о пирс. И вот для тех, кому скучно, здесь есть такая качеля. Сейчас попробую приблизить. Ох-охо, посмотрите, сколько людей на пирсах, сколько людей гуляет вдоль моря. Море штормит, все-таки точно море штормит. А на пляже здесь, к сожалению, не видно. Но, думаю, людей тоже много. Рядом Аркадия, поэтому, посмотрите, люди с кругами возвращаются уже с пляжа. Мне не скучно, но раз я уже здесь, в Арарате, то можно и немножко покататься на качели. Я, кстати, пока дошла до плато, уже реально устала, потому что здесь нужно преодолевать действительно дистанции. Поэтому у меня заслуженный отдых. Сегодня, 2 сентября, у Одессы день рождения. Ей исполняется 231 год. Но видео об этом событии будет завтра, потому что все празднования, как обычно, вечером. И я просто не успею смонтировать видео. Поэтому всем хорошего вечера, хорошего настроения и до завтра. Всем пока-пока.